Всем привет! Меня зовут Даша, и я веду семейный бюджет по системе денежных конвертов. Моя семья состоит из 3 человек. Это я, мой муж, маленький ребенок, а еще у нас есть кошка. Система денежных конвертов подразумевает то, что все накопления будут располагаться в конвертах, и каждый конверт будет иметь какую-то свою цель. В данном видео я расскажу, как это у меня организовано то есть по каким категориям я поделила все накопления, и также расскажу на своем примере, какие цели могут быть у каждого из конвертов. Вот мои конверты располагаются в таком органайзере и поделены на 3 основные категории. Категории по накоплениям, то есть это накопление на траты, которые производятся каждый месяц, ежемесячные, ежегодные и долгосрочные. У каждого конвертика есть своя цель. И сейчас я расскажу, каким образом это сделано у меня. Первая категория – это ежемесячные накопления для трат, которые происходят каждый месяц. Коммунальный. Данный конвертик он нужен для того, чтобы оплачивать все коммунальные платежи вовремя и полностью. У нас средний платеж составляет 6000 рублей в месяц, но когда отключается отопление, этот платеж, сумма этого платежа уменьшается. Но возрастает платеж за электроэнергию, потому что когда жаркое лето, в жаркий период активно пользуемся кондиционером. Первый конверт, значит, его цель оплачивать коммунальные платежи вовремя и полностью. Следующий это тоже ежемесячный платеж, который нужно каждый месяц за интернет и за мобильную связь. Платежи тут располагаются за 2 мобильных телефона. Это мой мобильный телефон и телефон мужа. И также оплата ежемесячная за интернет. Следующий конвертик у меня идут подписки. Подписки. Тут накапливается сумма, которую необходимо вносить за включенные подписки. У нас их 2. Одна у мужа. У нас списывается по 200 рублей каждый месяц. А я плачу раз в год. Тоже вот 2000. Соответствующую цель я и обозначила для данного конверта. Дальше садик, кружки. Ну, тут все понятно. Это на оплату садиков и дополнительных занятий кружков для малыша. Еда. Здесь сумма для оплаты нашего питания. И цель питаться правильно и полноценно. Буду стараться выходить на сумму 15 000 рублей в месяц. Кошка. Отдельно идет для нее конвертик. Это для того, чтобы можно было контролировать, сколько средств уходит на содержание кошки. Ну, также ее нужно кормить всегда вовремя, вкусно и сытно. Сюда я закладываю где-то 1200 рублей в месяц. Развлечения. В этом конвертике все, что связано с организацией досуга. В цели я себе прописала то, что хотелось бы очень сильно посещать от 2 до 3 культурных мероприятий в месяц. И в идеале, чтобы в этом конвертике было бы каждый месяц минимум по 2000 рублей. На данный момент сюда отправляется та сумма, которую я могу позволить в него направить с текущих поступлений финансов. Но всегда лучше стремиться. То есть цели, они прописаны, как хотелось бы в идеале. И не обязательно, что один раз написал, и все, вот это осталось там до конца года. Цели можно корректировать. Например, развлечения можно не 2000 рублей, а написать, например, увеличить до 5. То есть уже ориентироваться по ситуациям, по тому доходу, которого получилось добиться. Даже нет, доход возрастает, естественно, и цели уже получается ставить более смелые. Но здесь на данный момент цель 2000 рублей в месяц. Транспорт, бензин, тут все понятно, это оплата проезда и на заправку автомобиля. У нас осуществляется 2 заправки в месяц, плюс оплата такси и проезда. Средний чек 3000 рублей в месяц. Выручайка. Это тот конвертик, в котором накапливается резерв, который можно тратить по необходимости, если не хватило средств в каком-то из этих конвертиков. Такая вот выручайка, специальный конвертик. Быт. Это все траты, которые осуществляются на организацию быта. У меня поделено на 3 категории: бытовая химия, гигиена и прочее, с помощью таких вот разделителей. И цель для этого конвертика — это, соответственно, покупка бытовой химии, копить и тратить по необходимости. Гигиена
Это идет тоже покупка все для гигиены. Зубные пасты, зубные щетки и прочие средства гигиенического ухода. Копить и тратить по необходимости. И прочее. Абсолютно такое же у него цель и назначение. Канцелярия и творчество. Здесь закупка, понятно, всех канцелярских принадлежностей, и все для творчества. У меня, так как маленький ребенок, постоянно требуется обновлять и пластилины, и краски, кисточки и много других расходников. Вот основное назначение этого конвертика – это вот данная цель. Также и для себя там ручки, бумаги, блокнотики. Все входит в этот конвертик. Это такое его назначение, его ответственность. Книги. Здесь цель идет накопить на книги на бумажном носителе. Так как список книг я еще составляю с примерной стоимостью и ценами, поэтому здесь указано то, что нужно составить список желаемого. Уже накопления сюда идут, но вот какую сумму цель накопить я пропишу чуть позже, поэтому у меня указано составить список желаемого по данной категории. Забота о себе, здесь все уходовые средства, бьюти-категория, то есть и косметика, всякие умывалки, одним словом, уходовые средства. Вот. По необходимости, если что-то закончилось, то пополнять. Моя цель, чтобы здесь накопить минимум 5000 рублей. Цель прописана, цель поставлена. Хобби. Это для меня и для мужа. На данный момент я тоже составляю список только необходимого, чтобы цель была более точная, с цифрами, чтобы было осознание и понятие, для чего осуществляется накопление в этой категории. Поэтому мне написано предварительно закупка расходников и составить список всего необходимого. Муж, я тоже ему дала задание, чтобы он составил список с примерной стоимостью. Вот первый у него запрос, то, что нужно накопить на новую ракетку для тенниса. Старая у него вышла уже из строя, и нужно ее обновлять. Поэтому здесь уже прописана конкретная первая цель. Это мужа ракетка для тенниса. Спорт. Накопление на спорт, то есть для себя и для мужа. На данный момент здесь прописаны цели. Конкретно это бассейн и 1500 в месяц. То есть указана и цель, и та сумма, которую нужно накопить. То есть каждый месяц здесь должно в идеале оказываться по 1500. Цель поставлена личная. Это тратить деньги на личные траты, на что в голову придет для меня и для мужа. Тоже прописала цель. Начнем с 1000 рублей. Цель поставлена. Долг. Финансы для выплаты долга. И цель закрыть долг к 1 июня 2023 года. Каждый месяц здесь должно оказываться у меня по 30 000. И тогда к 1 июня долг будет закрыт. Это был первый раздел с ежемесячными накоплениями. Далее у меня идет это ежегодные. Здесь конвертиков поменьше. Те траты, которые происходят всего лишь один или несколько раз в год. То есть не каждый месяц. Страховка автомобиля. Цель оплачивать вовремя и полностью. Необходимо мне до ноября накопить на выплату страховки автомобиля. В среднем где-то это 8000 рублей. По налогам такая же картина. К концу года иметь нужную сумму для выплаты для оплаты всех счетов по налогам. Отпуск. Первое, это нужно, цель у меня стоит, это определиться с местом поездки. И предварительную сумму я написала, это где-то 150 000. Возможно, сумма и увеличится. На данный момент решила оставить данную сумму. Как только смогу определиться, мы с мужем договоримся, куда мы хотим поехать. У него свои предпочтения, у меня свои. И сейчас ищем общие точки соприкосновения, чтобы и я могла реализовать свои потребности, и муж, и все остались в итоге довольны. Поэтому дискуссии продолжаются, но я уже прописала здесь конкретную сумму, то есть от 150. Как будем знать место, уже можно будет более подробно рассчитать, сколько потребуется на дорогу, на переезд, на еду и на подобные категории. На подарки. Цель копить и тратить по необходимости. У меня есть отдельный список, когда, в какой месяц, у кого дни рождения и примерно какие суммы надо. Поэтому здесь цель я так и обозначила, что в этом конвертике копим и тратим по необходимости. Так, следующее. Это идут долгосрочные накопления. Первое, это я хочу сформировать себе портфель с ценными бумагами и ежемесячно его пополнять.
Пока цель обозначена так, по суммам. Какие суммы нужно каждый месяц, пока у меня точного представления нет, поэтому я оставила здесь пустое место. Как только буду знать сумму, я ее сюда обязательно пропишу, потому что когда мы пишем суммы, то есть мысли не только в голове, но и перенесены на бумагу, то они реализуются более эффективно, воплощаются в жизнь. Нужно обязательно записывать, не хранить у себя все данные в голове, но также их фиксировать на бумажном носителе. Следующее – накопить подушку безопасности. И поставила цель. Я думаю, что вот этой суммы для подушки безопасности нам вполне хватит, если, например, останемся без работы на какой-то длительный период, чтобы можно было за что-то с каких-то средств оплачивать и коммунальные услуги, кушать и на остальные потребности. Следующий конвертик долгосрочных накоплений – это я коплю для моего любимого сына. Цель стоит накопить стартовый ему капитал и отдать на совершеннолетие, чтобы он уже сам решал, куда он их будет вкладывать, либо что-то, какая-то покупка, либо инвестирование во что-то. Это уже он как бы сам решит. Но моя цель такая – накопить ему стартовый капитал. Сюда буду отправлять по возможности. Суммы стараться, конечно, побольше, но тоже все будет зависеть от наших возможностей. Обучения. Очень нужный конверт. Здесь прописала составить список желаемого для меня и для мужа. Нужно выбрать курсы, учебные программы, которые мы хотели бы пройти, и уже с суммами. И сумму сюда тоже зафиксировать. Дальше идет конвертик. Это одежда, обувь. Копить и тратить по необходимости. Ну, такой еще один конвертик. У меня здесь тоже уже список я начала составлять, что нужно именно малышу покупать, потому что дети растут очень быстро. Только в одни ботинки влазил, то уже через пару месяцев все, они уже маленькие, нужно менять. Поэтому список у меня тоже уже находится в разработке, но основное назначение – это вот копить и тратить по необходимости. Аптека и здоровье. Абсолютно такая же история, цель такая же, копить и тратить по необходимости. Уже у нас запланировано 2 позиции. Это поход к стоматологу мужа и мой. У мужа в среднем ему посчитали, выйдет за 2 зуба 11 тысяч, у меня где-то в районе 6. Накопления уже начались, конвертик уже он покраснел, еще сюда наполнится, будет становиться все больше и пухлее. Цель будет реализована. Техника. Тоже поставили себе задачу составить список, что нужно обновить, и уже конкретно посмотреть в среднем с ценами, с цифрами. Цель этого конверта – это приобретение техники, ремонтирование автомобиля, техобслуживание и ремонт. Текущий ремонт, прописаны цифры и сроки. Цель поставлена. Ремонт – это текущий ремонт идет по квартире, мелкий там, ну, тоже по необходимости. Если что-то сломается, что-то нужно докупить, там розетка перегорит, нужно поменять, чтобы здесь что-то было, и чтобы можно было взять и быстро чинить, купить, заменить. Копить и тратить по необходимости. Последний конвертик у меня идет. Это конвертик на добрые дела. Здесь я еще до конца не определилась. Определяю сейчас категории и принцип, как я буду с этого конверта осуществлять траты. Тоже хочу себе где-то прописать цели, либо выбрать кого-то адресно, кому-то помогать, либо в какие-то фонды помощи перечислять. Но главное, что цель поставлена, что этот конвертик идет на совершение добрых дел, на благотворительность. То есть все конвертики в органайзере имеют свою определенную цель. А когда есть у нас цель для накоплений, то и накопление происходит более быстро, более просто. Так что, надеюсь, вам мой опыт будет полезен, поможет разобраться с назначением и целями для ваших конвертиков. Спасибо, что были со мной до конца. Всего доброго и до встречи в новых видео. Пока-пока.